будем учиться, и в реальном времени я буду разбирать некоторые тактические фишки, давать вам подсказки, чтобы сделать вашу торговлю намного-намного лучше. Итак, мы начнем. И первое, пока мы ждем сигнала, первое, что я хочу сделать для вас, это зафиксировать один очень важный момент. Первое, если вы интрадей трейдер, внутри дня, то есть если вы внутридневной трейдер, смотрите, ваша торговля внутри дня обязательно должна состоять из первого. Это время. То есть в какое время ваша сессия начинается. Это критически важно. Вы не можете приходить и торговать, когда вам удобно, или когда вы хотите, или когда вы чувствуете, что можно сегодня поторговать. А когда начинается сессия? Сессия в Европу начинается в 10. Это летнее время. Сессия в Америку начинается, как правило, за час до открытия рынка, когда выходят самые важные новости. Это обычно в 15:30 по Москве. А в 16:30 как раз открывается рынок. То есть в 15:30 вы уже по Москве у экрана должны быть. И вот как раз мы подошли ко второму пункту. Это новости. Очень важно, трейдеры, торговать только тогда, когда есть новости на рынке. Например, вы открыли экономический календарь, и вы смотрите, есть ли сегодня новости. Безусловно, рынок может двигаться и без новостей, когда, например, какой-то форс-мажор или геополитический фактор, или природный какой-то катаклизм произошел. Все может быть, и это может оказывать влияние на сырье, особенно, да, например, на те же нефтяные котировки, на те же запасы газа, на тот же какао фьючерс, да, который некоторое время назад показал просто невероятный рост, когда трейдеры там чуть ли не несколько миллиардов, да, заработали. Правда, потом рынок скорректировался значительно. То есть много важных факторов, которые влияют. Но в первую очередь мы хотим приходить, во-первых, в определенные часы. И второе, мы хотим видеть новости. Вот это очень-очень важный момент. Например, какие это новости? Это занятость в США, в Великобритании, в еврозоне. Это заявки по безработице, это процентные ставки, это инфляция, это могут быть там элементарно даже продажи домов, да, в США, и это тоже очень сильно влияет. Различные могут влиять, если мы говорим про нефть, газ, понятное дело, запасы газа, количество там буровых установок, например, их стало больше-меньше. Плюс геополитические факторы, напряженность, которые могут влиять, и это все может приводить к изменению котировок, но это уже сложнее, потому что это не фиксировано. Например, мы знаем, каждый там четверг или каждую среду выходят новости там, по запасам газа или по запасам нефтяных хранилищах в США. Все, нам это известно, и мы точно знаем, что в этот момент выходит новость, и мы уже готовы. Мы точно знаем, когда процентные ставки выходят, мы точно знаем, когда там заседание ФРС и так далее. То есть нам это все заранее известно через экономический календарь. Поэтому первое, время, когда нужно быть у экрана, и второе, это новости. И это все обеспечивает, вот эти два критерия, время и новости, приток самого главного для вас. Это волатильности. А волатильность для вас это равно деньги. То есть там, где есть волатильность, там ваши самые большие профиты, там ваши самые большие деньги, трейдеры. Вот это вы должны понять. И тогда не будет никаких, скажем так, не то, что не будет никаких, но гораздо меньше будет ситуаций, когда вы просто разбазариваете деньги, потому что попали во флет или в неопределенность, или просто заходите в сделку, час сидите там, ждете. Вот, чтобы такого не было. Поэтому вот эти правила вам необходимо соблюдать. Они очень примитивные, очень простые. Каждый из вас это может делать абсолютно даже с нулевым опытом. Только нужно определенное, как это называется, правильно скажите мне прямо сейчас, отдача внутренняя должна быть. Не так, что ты хочу, удобно, нравится, не нравится, а конкретно вот сделать это для себя, как, я не знаю, там, если у вас есть какой-то режим дня, да, или то, что вы делаете постоянно в жизни, вы на обязательной основе, там, зарядку, я не знаю, там, бегаете, или правила питания какие-то соблюдаете, или какие-то еще ваши собственные принципы, которые вы не нарушаете, да, или, по крайней мере, делайте все, чтобы этого не произошло, чтобы не нарушать. Сделайте то же самое для трейдинга, сделайте то же самое для вашей работы внутри дня. Это очень сильно
сильное влияние окажет. Не мучайте себя поиском сигналов в большинстве рынков, это не работает. Поймите, что 90, я не преувеличиваю, 90% времени, X сразу поставил, 90% времени у трейдера нет шанса. 90% времени нет шанса сделать деньги. Вот ваше, вот небольшое, это 10%, когда рынок волатильный, когда есть новости. И здесь, конечно, безусловно, то есть это у нас получается правильный рынок, вот это правильный рынок, PR, правильный рынок. То есть когда вы торгуете в определенные часы, когда все трейдеры смотрят, когда банки открываются, когда новости выходят, круто. Это правильный рынок. И второе, это правильный подход, правильная торговая стратегия, правильная торговая система. То есть вы применяете свою торговую систему, свои правила исключительно в определенных рыночных условиях, вот в этом рынке волатильном. И вот мы сейчас подошли к тем, какие правила это. Я использую два правила. Ну, скажем, вот рынок взбесился, да, например, рынок акций, или рынок валют, или криптовалют, все летает. Как мы будем из, скажем, там 10-15 рынков, да, или 20, или 100 акций, или 1000 акций выбирать, какую торговать? И вот здесь вы можете добавить базовый фильтр, это дневное изменение в процентах. Дневное, не знаю, вам видно, я еще раз не включил камеру, дневное изменение в процентах. Вот что вам нужно. То есть вы можете, например, отфильтровать, требовать, чтобы минимальное дневное изменение было, скажем, там 5% для рынка акций. Да? Для рынка валют, ну, может быть, 0,5%, потому что рынок валют, Форекс не ходит по 5% в день. То есть вы можете для себя пометить какой-то процент. Например, если вы торгуете на Мосбирже, сказать, что я буду торговать только акции, которые ходят больше 3%. А таким образом остальные вы отсеете. Потому что чем больше дневное изменение, тем более волатильный рынок. Но благодаря вот этой цифре мы можем уточнить. То есть вот это окно наших возможностей. Да? И это окно будет чем больше, с одной стороны, чем этот процент, то больше. Понимаете? Потому что если процент небольшой, ну, там движения могут быть сонные, вялые, тухлые и так далее. Еще что здесь можно добавить, в принципе, это всегда так, но что бы я здесь еще добавил, это посмотреть, где цена торгуется относительно high-low предыдущего дня, максимум-минимум предыдущего дня. Потому что все ваши хорошие сделки на buy будут выше максимум предыдущего дня, все ваши хорошие сделки на sell ниже минимум предыдущего дня. Понимаете? Тоже очень важно, потому что максимум-минимум предыдущего дня – это один из ключевых уровней, на который смотрят интрадей, внутридневные трейдеры, и это самые свежие, скажем так, эмоции. Потому что максимум по какой-то причине был определен у этой границы, минимум у этой границы. Неважно почему, важно то, что трейдеры посчитали этот уровень серьезным, да, или там был большой объем, который, скажем так, оставил след, да, в виде вот этих уровней поддержки и сопротивления. Это очень важно, чтобы вы это понимали. Мы, как трейдеры, неважно, внутридневные, позиционные, мы можем по факту обрабатывать информацию двумя способами. Это аудио и визуально, глазами. Все. И все наши решения на рынке должны опираться на то, что мы аудио слышим и визуально видим. Таким образом, мы задействуем один из важнейших, фундаментальных принципов прибыльной торговли. Это объективность. Соответственно, у нас получается, что теперь нам необходимо эту аудиоинформацию или визуальную информацию как-то зафиксировать, в какие-то заключить границы. Ну, что значит визуальная? А как вот, а на что мне смотреть? Я не понимаю, на чем мне. Я смотрю на график, мне ничего не понятно. И вот здесь мы начинаем ее, скажем так, упорядочивать. И вот за упорядочивание информации отвечает такое слово, как синтакс. Это очередность, в которой мы должны увидеть информацию на графике. И у вас другой вопрос возник, Аркадий, а вот как этот синтакс, это как очередность какая?
И вот здесь мы подошли к фундаментальному принципу, фундаментальной составляющей, что как выглядят все тренды, как выглядят все развороты, потому что по факту можем торговать двумя способами: по тренду и на разворот, правда? Все, других вариантов особо нет. И теперь нам нужно задать себе вопрос, какой синтакс, какая очередность событий, то есть первое, второе, третье, которое я должен увидеть, чтобы поймать разворот, или первое, второе, третье, которое я должен увидеть, чтобы поймать тренд. Мы с вами определились с правильным рынком. Правильный рынок тот, который волатильный, активный, новостной. Все трейдеры смотрят в определенные часы. Правильная стратегия, стратегия, которая основывается на визуальных критериях, аудио критериях. То есть я слышу, я вижу, и тем самым меньше пространства для самовольной какой-то трактовки. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что, Аркадий, а как мне формализовать вот этот сигнал? Да, вот как мне понять, что это то, что я вижу, это именно то, что мне нужно? Ага. Потому что, когда ты вроде как знаешь, что тебе нужно, но все равно не до конца уверен. Здесь чуть больше времени потребуется. Это не так, что раз и по щелчку произошло. Это уже мы подошли к более сложному этапу для трейдера. Построение уже полноценной торговой системы, которая бы состояла из нескольких шагов. Ну, например, да, самые примитивные стратегии, они на чем основаны? Они основаны на следующей ситуации. Смотрите, вот у нас, скажем, есть импульс вверх. Да? Ну, например, вам видно? Вот, например, рынок взлетел. Цена сделала новый максимум. Перед этим, скажем, здесь какие-то были телодвижения. У нас был уровень. Да, его пробили. Цена сделала новый максимум. Потом мы говорим, что лучшее решение будет это коррекция, потому что покупать после того, как цена пробила уровень, если она еще перед этим росла, неинтересно. Да, это чаще всего будет сопровождаться коррекцией. Поэтому мы хотим купить на коррекции возле уровня сопротивления, да, который теперь стал поддержкой, потому что его вот здесь пробили. Все, классика, да, самый классический сценарий. Таким образом, первое условие в нашей последовательности, визуальное условие, да, это будет что? Пробой уровня. Угу. Второе условие для нас это будет коррекция к уровню. Какому? Который пробили. Угу. Третье условие это будет ценовой паттерн, price action pattern. Какой? Ну, любой, который вы можете протестировать, измерить, исследовать, берете обычный ценовой паттерн. Это может быть какой-то индикатор, например, который, скажем, осциллирует здесь, ну, скажем, это, я не знаю, RSI или стохастик какой-нибудь, который, например, вот здесь гулял, и потом на коррекции он перешел в зону, да, там 20 перекупленности или перепроданности в данном случае, да, и вы говорите о том, что вот это место, где можно покупать. Это объективно, да, ну, потому что либо я вижу осциллятор ниже или нет, или я вижу пробой уровня или нет, или я вижу структуру слева, к которой цена пришла или нет, или я вижу ценовой паттерн или нет. Понимаете? Все. И здесь уже надо будет уточнять, если пробой уровня, здесь вопрос, какого уровня? Как я этот уровень определяю? Вот такие вопросы уже сюда идут. С текущего таймфрейма или со старшего таймфрейма? То есть детализирую уже, да? Вот уровень мы пробили прямо сейчас. Вот смотрите, прямо в реальном времени мы пробили ключевой уровень сопротивления. Да или нет? Да. Он состоит из... Одну секунду. Он состоит из нескольких точек касания. Да? Вот смотрите. Вот здесь. Раз, два, три. 3 точки касания. Вот его здесь пробили. Он свежий, то есть он на текущем таймфрейме, я нахожусь на минутке. Вот его пробили. Пробой уровня. Сила сигнала номер 1. То есть первое условие. Да? Затем коррекция к этому уровню. Затем ценовой паттерн и покупка. И все это выше максимум предыдущего дня. Вот у нас совсем не подготовленный пример, но точно то, что мы описывали сейчас с вами, разбирали. Все.
Можно так торговать, да. Но требуются некоторые уточнения. Это не, скажем так, не полноценное пособие для вас к действию. Все-таки некоторые детали вам нужно прорабатывать самостоятельно, исследовать их. Но по поводу уровня я уже сказал. На рабочем графике вы смотрите сегодняшние уровни, вот свежие касания. Вот касание, 2 касания. Все, его пробили. Таким образом, у нас получается первое условие. Пробой уровня. Второе условие – коррекция к уровню. Третье условие – ценовой паттерн, потому что коррекция может продолжиться и в итоге будет разворот. ЦП – ценовой паттерн. И все это выше максимум предыдущего дня, например. Это пример вам для, скажем так, создания формы, да, определенной шаблона торговли. Угу. То есть на коррекции к этому уровню, вот сейчас она прямо в реальном времени подходит к уровню. Вот прям тестирует его. Здесь мы ждем ценовой паттерн. Понятно? Таким образом, мы резюмируем с вами. Первые 2 этапа, я думаю, понятно. Да? Это правильная рыночная ситуация, обусловлена новостями и временем. Второе – это правильная торговая стратегия, которая основана на визуальных критериях, которые мы видим. Видим мы уровень? Да. Видим мы коррекцию к уровню? Да. Видим мы возле этого уровня паттерн? Если да, то что я делаю дальше? Формула «если то». Угу. И здесь вы уже можете подставлять свои критерии, уточнять свои собственные какие-то моменты, детали. Это я вам даю скелет, да? Понятно, да? И все это, например, мы хотим видеть выше максимум предыдущего дня. Это добавит вероятности, безусловно. Это усилит качество ваших решений, 100%. Потому что все лучшие тренды, как ни крути, образуются тогда, когда цена выше максимум предыдущего дня, это если вверх и ниже минимум предыдущего дня. Безусловно, используя фильтр вот этот максимум минимум предыдущего дня, вы хорошие сделки тоже какие-то уберете. Но фильтр на то и фильтр, что он фильтрует сделки. Понятно с этим, да? В общем, правильная стратегия, правильная система, она основана на визуальных критериях, которые мы видим, которые мы можем последовательно исполнять каждый раз в одном и том же ключе на любом, в принципе, рынке. Но если мы торгуем сами, вот собственными руками без роботов, то обычно вы это можете делать на 2-3 графиках. То есть вы создаете свой портфель, так называемый. Скажем, там золото, нефть, и пусть там евро-иена какая-нибудь, ну, к примеру. Они могут стоять, да, они могут ничего не давать долгое время, никаких хороших движений там может не быть. И это может привести к усталости некоторой и к таким, да, решениям эмоциональным больше, к поспешным решениям и так далее. В то время как на других символах может быть жара. Но как трейдер ручной, без роботов, ему очень трудно вот это все оценивать, трудно все анализировать самому. Он не может в моменте и там успеть, и там коррекцию посмотреть. Пока он там смотрит, там уже произошла. Тоже не вариант. Поэтому для начала нужно взять, если нет автоматики, взять три инструмента. Три инструмента. Не надо больше. А лучше вообще 2 инструмента. Выберите 2, там нефть, золото. Их торгуйте. Потому что если вы будете торговать все, не будет работать совершенно. Просто не будете успевать охватывать, анализировать в моменте, принимать решения в моменте. Мы с этим определились. И теперь еще одно есть. У нас было правильный рынок, да? Правильное состояние рынка, правильная стратегия подходящая или система. И вот еще одно самое финальное, важное. Это, как вы думаете, что? Это вы. Это вы, трейдеры. Правильный вы. Правильный вы. ПВ. Правильный вы. И вот здесь часто трейдеры и вообще, ну, те, кто обучает даже трейдингу, часто, скажем так, указывают на то, что, ну, эмоции, контролируй эмоции, тогда все у тебя будет хорошо. И вот на самом деле, чтобы вот вы были в правильных кондициях, и у вас меньше было эмоциональных сделок, вы меньше торопились, вы совершали более разумные, взвешенные решения, у вас намного меньше был вот этот уровень напряженности и страха, когда вы принимаете решения.
Вот почему это все происходит? Почему вы боитесь? Почему вы эмоциональные? Почему вы нарушаете правила? Почему вы саботируете торговый план? Причина одна – неясный правый край графика. Так вот, все, что мы сейчас делаем, мы сейчас возвращаемся снова к пункту 2. Это правильная система, правильная торговая стратегия. Все. Если у вас правильная торговая стратегия, где каждое действие понятно, каждое правило логичное, каждое правило, его можно кому угодно показать, продемонстрировать и сказать: слушай, вот смотри, если цена выше, ты можешь это повторить? Да. А ну еще раз скажи. Он тебе говорит, и все. Вот это значит твоя система объективна, значит твоя система имеет шансы на существование, и тебе будет ее гораздо легче исполнять, она будет для тебя понятна. А раз она понятна, то страха меньше, уровень неопределенности меньше, сомнений меньше. Если вы хотите пойти дальше и сделать шаг вперед, не то, что прийти на все готовенькое, там нет, но поработать с уже проверенными инструментами, поработать с проверенной системой, то сегодня и завтра у нас, это уже финальные дни, заканчивается майское предложение. Я оставлю ссылку под этим видео, вы переходите, посмотрите, что входит туда. Если вас это заинтересует, то подключайтесь, потому что вот буквально еще 2 дня. Коротко расскажу, что МП, майское предложение, что здесь включено. Первое, здесь включена система Cluster Trader. Это система одна из самых, на мой взгляд, действенных для трейдера. То есть она позволяет трейдеру вот реально перепрошить свой мозг. Я не говорю вот и не хочу, чтобы вы понимали это не в том ключе, что возьми систему, заработай деньги здесь сейчас. Я не могу вам ничего гарантировать. Никто вам не может в трейдинге ничего гарантировать. А кто гарантирует, тот бредит. Да, потому что я не могу гарантировать, что вы используете эти правила 100%. 100% заработаете деньги. Но я вам точно могу сказать, что ход ваших мыслей, если он сейчас вот такой, я не знаю, не пойму, неизвестно, непонятно, он превратится в четкий логический процесс. 1, 2, 3. Вы будете знать, что делать дальше. И чем более постоянным вы будете в соблюдении вот этого 1, 2, 3 условия, критериев, тем больше шансов, вероятность, что вы начнете зарабатывать деньги в трейдинге. Все. Это только так работает. То есть я вам даю инструменты, приспособления, скажем так, которые могут привести вас к профиту, потому что это работает не только для меня, для других трейдеров тоже. И это не 1 год, а уже в течение нескольких лет. Понимаете? Поэтому, если вы для себя такой вариант рассматриваете, то ссылка будет под этим видео. Это первое. Помимо торговой системы Cluster Trader, сюда включены следующие опции. Понятно, личный кабинет, понятно, бессрочная лицензия, то есть вы получаете торговую систему на неограниченный срок, да, сколько хотите, столько ей пользуйтесь. Она подходит для любого рынка, акции, валюты, крипта, фьючерсы, неважно, для терминала MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Еще сюда входит вот этот индикатор, который я разработал совсем недавно. Smart Oscillator. SO, Smart OS. Вообще без него Smart OS. Без него не обходится ни одно мое в последнее время решение на рынке, потому что он потрясающим образом справляется с фильтром, вот как раз о чем я говорил, да, с фильтром слабых рынков, с фильтром неопределенности, и дает четкое понимание, когда действовать на разворот, а когда действовать по тренду. Угу. Помимо смарт-осциллятора у вас включен смарт-сканер. Это вот этот робот-советник, который мониторит ключевые точки разворота на рынке и помогает вам определить, где с большой вероятностью рынок развернется и где с большой вероятностью забирать прибыль. Теперь, если вы новенький трейдер, нулевой трейдер, то там все подробные инструкции тоже будут, как установить, настроить и уже начать применять. Причем там не только тренинги, скажем так, базовые, более продвинутые тоже есть. Соответственно, после просмотра базовых вы сможете перейти к тренингам в реальном времени, где я показываю, как это все применять уже
на реальном графике. И еще забыл сказать самое главное, что у вас включена методичка. В любой момент вы сможете посмотреть, заглянуть и для себя, скажем так, решить, так подходит это по моим условиям или нет. И потом уже даже принимать решение без этой методички, потому что ваша задача, еще раз на первом этапе, не то, что скорее быстро заработать, а перепрограммировать свой мозг, потому что то, что сейчас происходит у правого края графики, неизвестно, неопределенно, или неустойчиво, или до конца непонятно, или сомнительно. Здесь у вас будет четко: первое, смотри это, второе, смотри это, третье, принимай решение, покупай либо продавай. Теперь, что касается риск-менеджмента, это ведь очень важно. Мани-менеджмента в трейдинге, за это отвечает мой советник АТМ. Вот здесь для МТ4, МТ5. Здесь говорить не буду долго, потому что меня трейдеры часто спрашивают: Аркадий, а почему вы не рассказываете про риск-менеджмент, мани-менеджмент? А что здесь рассказывать? За все это отвечает советник, который называется ATM. Трейд-менеджер ваш управляющий, скажем так, вашим торговым счетом, но на самом деле это не так. Он не управляет вашим торговым счетом, он рассчитывает для вас объем. То есть, когда вы нажимаете кнопку, он ставит определенный объем, который соответствует заданным параметрам. У вас это все тренинги будут. То есть, вам не надо думать, какой лот мне брать. Я рискую много, я беру мало, у меня хватит маржи. То есть, все это он мониторит сам. И превышаю я риск, или я не превышаю риск, действую ли я по правилам риск-менеджмента или нет. Все, вы один раз это прописали и забыли вообще про свой риск и мани-менеджмент. Стоп-лоссы, тейк-профиты тоже заранее вы прописали, вам не надо переживать по поводу того, что где ставить стоп, в правильном ли он месте. Да. Считать количество пунктов, считать количество там долларов или рублей, смотря какой у вас счет рублей или доллары, или евро, например. То есть все это происходит автоматически по нажатию кнопки мыши. Поэтому я практически не говорю про риск money management, потому что он настолько уже стал обыденным явлением, хотя некоторые трейдеры ломают голову: блин, а как там с этим money management? Я не знаю, какой риск брать, какой стоп ставить, где ставить его. А здесь вы по щелчку мыши тут же в моменте открыли сделку. Точнее, не вы, а робот открыл сделку. Угу. Соблюдается принцип безопасности. Главное то, что вы не сольете депозит, открыв сделку, даже если вы откроете 2-3 сделки. Более того, он мониторит, робот. И если нельзя риск соблюсти нужной пропорции, или есть угроза там по слива депозита, он просто вам не даст открыть сделку. То есть он мониторит и достаточно ли маржи, да, и все подобные вещи, и, соответственно, вам сообщает в виде уведомлений. Если, например, сделку нельзя открыть по определенным причинам, он вам это тоже напишет. Таким образом, у вас есть четкая последовательность принятия решений, у вас есть четкий риск-money менеджмент, и вам это остается поставить на поток и применять в своих ежедневных решениях, неважно, это акции, валюты, форекс, крипта и так далее. В общем, оставляю ссылку под этим видео, буквально 2 дня, и мы наше майское предложение закрываем, поэтому подключайтесь и увидимся с вами уже в личном кабинете. Ссылка будет доступна вам на этот пакет, это предложение только после регистрации на сайте thetrader.ru. Поэтому действуйте и увидимся